Владимир Шатеев. Вячеслав, вы пишете наброски темперой, иногда попадаются на выставках работы, написанные темперой. Приветствуется ли применение темперы для написания готовых работ профессиональными художниками вашей группы импрессионистов? Или у темперы есть недостатки? Очень приветствуются. Я помню, как Саша Горбиков, как-то мы уже лет 10 назад писали в Гурзуфе, я увидел, как он делает прекрасные работы темперой, пейзажи. Мне это очень тогда удивило, все маслом. А у него, когда есть понимание художника, что он хочет, тогда подвластны любые материалы. И, конечно, на пленэре очень удобно писать темперы. Никаких проблем. Она высохла, друг к другу положил стопочку работы и увез. Налегке можно ездить. Те, у кого масляные работы, конечно, их нужно особым образом перевозить, чтобы они не касались друг друга. В общем, хлопоты. А здесь все в порядке. Владимир, я хочу сказать, чтобы мы ориентировались не на сегодняшние оценки друзей, а все достойные художники сегодняшнего мира с огромным уважением смотрят на то, что писал Серов, например. Это какие-то маяки, такие столпы, до которых нужно тянуться и тянуться. А у него столько работ темперы. Гиршман, посмотрите, в Третьяковке. Это же огромный холст, написанный темперой. Так что если мы будем ориентироваться на ого-го, на мастеров, тех, которые за нашей спиной, Коровина, Врубеля, Серова, независимо от предпочтений, наверняка у вас будут есть свои, то это беспроигрышно. Давайте ориентироваться на высоких, на высшее искусство, а не на сиюминутные какие-то там предпочтения, оценки и так далее. И если главное будет качество, то материал вторичен. Сначала качество. В любом материале можно достичь высочайших вершин, высочайшего качества изображения. А тот же Фешин, для него это было главное. Он это подчеркивал. Виртуозность в живописи и исполнении для художника важная, главное. Галина Суходеева, хочу начать у вас учиться, пока онлайн. Скажите, пожалуйста, с какого урока начинать? Или купить у вас консультацию, прислать несколько работ, как вы рекомендуете, последовательность какую уроков? Хочу учиться, готова засучить рукава. О, какое намерение! Замечательно. Не повредит, даже если вы чувствуете себя профи в композиции, в том, как вы видите тон, как вы работаете с цветом. Первый урок – основы целостного видения художника в пейзаже. И много примеров – это очень хорошее начало. Первый урок, потом 13-й о композиции. И у многих проблемы, уж не знаю, есть ли у вас, с перспективой. Это 28-й урок. Вот эти три – это база, остальное по мере, там разные задачи в каждом уроке. Вы просто смотрите анонсы, выбирайте сегодня задачу, которая вам по силам, которую вы хотите освоить, вот просто нравится этот мотив. Смотрите его и пишите нечто подобное. Ставьте натюрморты, выходите, я не знаю, в огородик, просто на улицу и пишите на эту тему. И присылайте мне на разбор, так будем двигаться. Софья Демская, хочется заступиться за мужчин. На мой взгляд, мужское тело так же прекрасно и совершенно как и женское. Оно также интересно и достойно написания и восхваления, как женское. А пренебрежительное отношение к нему сформировано людскими стереотипами. Мол, женское тело – это храм, а мужское – срам. Я такого не слышу. Интересно. Женщины часто еще боятся его изображать, мужское тело, боясь показать открытый свой интерес к мужской наготе. Ведь какие только ярлыки общество не повесит на такую даму. А попробуйте поставить мужскую обнаженку в фото или на картине в соцсети. Незамедлительный бан. Не знал. Интересно. Как хорошо, что Микеланджело существовал. Хоть кто-то не боялся восхищаться мужской красотой. В моем понимании человек – венец творения природы.
Независимо, женщина, мужчина – это венец, это лучшее творение природы. Вот ничего лучше, красивее в природе нет. Да, конечно, ню, изображение обнаженного тела – это человек в естестве своем. Да, безусловно, мы все с вами понимаем, что красота, прежде всего, это душа. Да? Красота души в глазах, в поведении, что человек делает, не что он декларирует, а что делает. Но хочется же подчеркнуть, что это венец творения, что глаза и форма – это высшее, лучшее творение начальства, чтобы мы его радовали. Просто как посыл, как возможность. Человек, конечно, возможность им стать. Это каждый ходящий, прямоходящий – это еще не человек. И то, что творят прямоходящие, мы сейчас хорошо с вами, каждый из нас испытывает. Человеком нужно стать. И это большой труд каждого персонажа. Моя задача – показать, что возможность стать человеком есть. И показать красоту человека, независимо от того, мужчина или женщина. Большая задача, друзья. И, конечно, не обязательно обнаженка. Ну, что там на ней зацикливаться? Действия, мы совершаем действия. И показать обычную жизнь доступными нам с вами средствами – достойная задача. Ради этого стоит жить. Показать, как человек красив. Показать, что каждый из нас создан не для убийства подобных, а для любви. Давайте будем вместе грызть этот гранит науки и идти к мастерству, чтобы, уж если показывать, то достойно показывать. Приезжайте ко мне на класс на Байкал, на Ольхон. Приходите в школу, заходите в гости в онлайн. И там выберите что-нибудь из последнего. Недавно сделан великолепный урок, важный, свет как писать в городском пейзаже. Обратите на него внимание. 50-й. Cozy Home. Хочется услышать ваше мнение по вопросу, как художнику начать продавать картины, где находить покупателей, через соцсети, сарафанное радио, или для этого нужно вступить в союз художников, что помогло вашим ученикам. Очень многие сейчас учат продажам в сфере искусства, но подход у них какой-то бездушный, слишком коммерческий. Решила спросить именно вас, потому что чувствую, что для вас именно искусство на первом месте. Ну, напекли мы с вами Cozy Home пирожков. Вышли на рынок, точку прикормили. Люди начали покупать. Приходят еще на следующий день, на следующий. То есть мы тем самым показали, что это вкусно, что наше произведение «Пирожок» сделан с душой, с любовью, и что мы не подведем, ребята. То есть нужно себя показать любыми способами. Поскольку работы живописные нужно смотреть живьем, значит, нужно их показывать живьем и привлекать народ, чтобы он посмотрел живьем. Кстати, сейчас выставка идет, которая в Ривьере на Автозаводской, 18, коробка, такое арт-пространство. Заходите, недавно открылись, она будет до 9 октября. Вот, художники собрались, 44 человека, показывают, что каждый может. Это некое откровение каждого, его душа, материализованная в холсте. Приходите на выставку, посмотрите. И, конечно же, если художник искренен и работы выполнены мастерски, обязательно найдутся люди, которые захотят украсить свое жилище, повесить какую-то работу. Рынок маленький в России, но он есть. Но не в пустых же стенах людям жить. Поэтому нужно себя показывать. Да, соцсети, да, я не знаю что, какие-то сайты. ArtNow, который делает сейчас эту выставку. Saatchi, ArtFinder. Пользуйтесь различными возможностями, чтобы себя продвигать. Если вы этого не будете делать, или галеристы, значит, в галерее надо носить, да, предложения свои, посылать им письма, показывать, что вы можете.
сделать себе такую задачу. Я буду изучать все галереи, которые в доступе недалеко от меня, а может и далеко, посылать им свои предложения. Ничего лишнего в письме. Краткая биография, что вы закончили, список выставок, сайт, если есть, публикации, несколько работ каких-то важных самых, не особенно надо грузить, да? И даже если вы не знакомы с галерейщиком, посылайте письма, свои рецензии, резюме, портфолио, сделайте это и пошлите. Послали вас, ничего, вы послали письмо еще в другое место, закрыли перед вами дверь, вы в окно постучались. Ну а ученики, все было совершенно прекрасно, когда был ЦДХ. Я проводил классы, и раз в полгода, по-моему, мы делали совместно с учениками выставку в ЦДХ. Это было довольно-таки много разных выставок. Площадь, освещенная солнцем, кафе, зонтики, люди ходят, люди сидят за столиками. По свету лучше ударять большой кисточкой. Ну вот зонтики, например, самая светлая часть, да? Дома, деревья, тень от строений, свет на асфальте, свет на… В общем, с ума можно сойти от обилия деталей, как в этом во всем разобраться. Но утверждаю, что есть способ. Об этом 50-й урок не пропустите. Я очень рекомендую его посмотреть, чтобы научиться писать свет в пейзаже.